Как это не горько, но в наших рядах есть люди, забывшие о своем долге. Речь идет о моем личном технике Стивенсе. А что с ним случилось? Важно не то, что случилось, важно то, чем это нам грозит в будущем. В нарушение всех правил мой личный техник связался с женщиной из реальности. И чтобы встречаться с ней, пользовался камерой времени. Ему это было совсем не трудно. Кто же осмелится остановить личного техника самого доктора Твиссела? Не понимаю, Твиссел, зачем вы говорите об этом? Просто ликвидировать этого Стивенса или отправить его в работники на вечные времена? Мы же иногда разрешаем временные связи. Коллега, неужели вы не понимаете, что Стивенса не устроил контроль, под которым проходят такие связи? Вот именно. Мы не можем позволить, чтобы связь с женщиной кто-то поставил выше нашей великой цели. Служение в вечности требует всего человека, без остатка. Необходимо активнее использовать новые средства физиологического, психологического и генетического контроля над поведением наших людей. Вычислитель Сеннер, прошу вас немедленно побывать в школе и от имени Совета потребовать от Яроу вытравить из учеников окончательную память о доме, родных, родине и прочее. Школа должна поставлять людей, способных работать без всяких эмоций. Вычислитель Финджи, вы согласны со мной? Или у вас есть собственное мнение? Доктор Твиссел? В этом зале вообще не может быть несогласных с вами. И слава вечности. Понимаете, Герой, я с вами говорю по-дружески, но вам грозят большие неприятности. Твиссел в ярости. Его личный техник, кстати, ваш ученик, Стивенс, вошел в связь с женщиной из реальности. Подобное недопустимо. Вы, как ректор этой школы, должны серьезно подумать об этом. Ученики, которых мы выбираем из реальности единицами из самых талантливых, выходя из школы, должны служить вечности. Только вечности. Вы меня поняли? Но ведь я работаю честно и делаю все, что могу. Я все сказал. Друзья мои, вот и настал высокий и грустный момент нашего прощания. 10 лет провели вы вместе. Сегодня кончился срок вашего ученичества. Теперь вы разойдетесь по разным секторам вечности, и кто знает, доведется ли нам встретиться. Вам выпала величайшая честь, о которой только может мечтать человек из реального времени. Отныне вы будете наблюдателями, техниками, расчетчиками, словом, специалистами. И кое-кто может стать вычислителем и даже членом Совета Времени. Быть призванным в вечность не привилегия. Это огромное самоограничение и величайший труд. Вступая в вечность, вы должны принести клятву, что никогда не будете могущество вечных использовать в своих личных интересах, что единственный
и неизменной вашей целью будет благо вечности и человечества. Готовы ли вы дать такую клятву? Готовы, наш учитель! Итак, приступаем. Поименно и индивидуально. И имейте в виду, что этот момент будет навеки запечатлен в архивах вечности. Губи! Я клянусь, что приложу все силы и знания, чтобы оправдать высокое доверие вечности. Клой! Я клянусь быть честным и исполнительным, уважать и всегда беспрекословно подчиняться своим руководителям, как я уважал и подчинялся вам, наставник Ероу. Харлан. Я, Эндрю Харлан, призванный служить великой вечности. Клянусь отдать ей все силы и знания. Все мои помыслы будут направлены на увеличение суммы человеческого счастья на земле. Сколько лет вы работаете уже у нас наблюдателем? В вашем секторе я наблюдаю за 48-м столетием 5 лет. Я мог бы похвалить вас, Эндрю Харлан, за точность и ясность ваших докладов. Но мне интересно узнать, что вы думаете на самом деле. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Бросьте. Мы с вами отлично все понимаем. Несомненно, то, что вы видите здесь в течение уже стольких лет, должно вас раздражать, не так ли? Найдите в моих отчетах хоть одно слово, свидетельствующее раздражение. Отвечайте на мой вопрос. С точки зрения социологии, реальность 48-го столетия во многих отношениях подошла к пределу опасному. И я полагаю, что раньше или позже вмешательство станет необходимым. Крайности еще никогда не приводили к добру. Должен ли я понять, что вы взяли на себя труд познакомиться с прошлым реальности? В качестве наблюдателя я обязан знать все относящиеся к делу факты. Встречались ли вы когда-нибудь со старшим вычислителем Твисселом? С вычислителем Твисселом? Нет. У меня сложилось впечатление, судя по вашим докладам,
что ваши взгляды на первобытную историю своеобразны, скажем так. Может быть, ему будет интересно познакомиться? Да, я занимался изучением первобытной истории. В школе я был единственным, кто занимался этой наукой. Доктор Твиссел, перед вами тот самый наблюдатель Эндрю Харлан. Здравствуйте. Значит, вы и есть тот самый наблюдатель Харлан. Оставьте нас, Финчи. Мне надо побеседовать с этим юношей с глазу на глаз. Не волнуйся, мой мальчик, не волнуйся. Мне нравятся твои отчеты. Я думаю, что я нашел твое место в вечности. И собираюсь тебе его предложить. Вы оказываете мне великую честь. Вот и отлично. Ты нужен мне. У тебя будет особое положение. Твои отчеты убедили меня, что у тебя здесь есть кое-что. Ты хорошо учился. Вычислители секторов, где ты работал, дали о тебе положительный отзыв. Ну а главное, мне понравился последний отчет Финчи. Неужели вычислитель Финчи дал обо мне хороший отзыв? Видишь ли, мальчик мой, я же не сказал, что отзыв был благоприятный. Уж если на то пошло, совершенно скверный. Дальше некуда. Финчи рекомендует отстранить тебя от работы и считает, что тебя следует разжаловать в простые работники. Почему? Финчи думает, что твой повышенный интерес к первобытной истории свидетельствует о сильной одержимости временем, тоске по земле, земной жизни, а это у нас здесь считается опасным. Я уверяю вас, ко мне это не имеет никакого отношения. Я надеюсь. Ты не волнуйся, я возьму тебя под свою защиту. Можешь довериться мне. Более того, твое увлечение я считаю очень ценным. Может быть, из-за этого ты мне и нужен. Ну, а чтобы тебя не трогали, я забираю тебя у Финчи. Ты будешь моим личным техником. Вычислитель Твиссел. Я никогда не думал стать техником. Меня это не интересует. Мне нужен личный техник Харлан. Принсли Шеридан Купер. По приказанию доктора Твиссела готовы приступить к занятиям первобытной истории. Одну минуту. Входите. Значит, я с вами должен заняться первобытной историей? Это пожелание доктора Твиссела. А чем вы до сих пор занимались? Механические основы темпорального поля. Механика времени. А теперь первобытная история. Странное сочетание. Прошу. Благодарю. А зачем вам все это надо? Не знаю. Ну что ж, начнем. Мы знаем историю на много тысячелетий вперед и назад. Вам это понятно? А вообще что-нибудь из истории вы знаете? Ну, я родом из Европы, так что современную историю мы учили. Современную историю? Клянусь времени, вы напрасно тратили силы на ее изучение. Вся эта современная история столько раз менялась. Есть только одна
Неизменная подлинная история – это первобытная. Сократ и Гомер, Шекспир и Гёте, Ньютон и Эйнштейн. Вам знакомы эти имена? Ну как же. Эйнштейн создал теорию относительности. Это верно. А теперь представьте себе, что папа и мама Эйнштейна не встретились бы в свое время. Как бы стала развиваться история человечества? Тогда эту теорию создал бы кто-нибудь другой, лет через 20. А мы опять вмешаемся и не позволим родиться этому человеку. Вот если бы мы захотели, то могли бы бесконечно откладывать рождение теории относительности. Но мы не вмешиваемся в первобытную историю. Это угрожало бы самому существованию вечности. Можно задать откровенный вопрос? Пожалуйста. Вам нравится быть техником? Нравится. Я горжусь своим делом, потому что знаем, все то, что мы делаем только для блага людей. Никаких других целей у нас нет и быть не может. Вам ясно? Ясно. Простите, я не хотел вас обидеть. Просто у меня сегодня с утра плохое настроение. Настроение – это удел обыкновенных людей. У вечных нет времени для плохих настроений. И учитесь владеть собой, Купер. Я постараюсь. Просто я сегодня с утра опять увидел во сне свою жену. Что? Откуда у вас жена? В вечности нет жен. В каком возрасте вас взяли сюда? 42. Так поздно? 3 года я уже нахожусь в вечности. Доктор Ямада, почему Купер видит во сне свою жену? Вам же было приказано стереть все ненужные воспоминания. Доктор Твиссел, я внимательно исследовал его память. И мне показалось, что дело в том, что сновидения относятся к области подсознания, а глубокое вмешательство в подкорку может отразиться на его интеллектуальных способностях. Я не желаю слушать никаких оправданий. Купер навсегда должен забыть свою жену, свой дом, свое время. И никакого ущерба для его интеллектуальных способностей я не потерплю. Предупреждаю, если не сделаете вы, найдутся другие специалисты. Вам же придется оставить свой пост старшего медика. Все. Купер, вы не будете возражать, если мы отложим сегодня занятие? Мне нужно выйти в реальность. А мне можно с вами? А вы хотите? Хочу. Я ведь только раз был в камере времени, когда меня доставили сюда, но я ничего не понял. Идемте. Оставьте. А что, Купер, вам очень стыдно идти рядом со мной? Ведь именно техники производят изменения реальности. Ничего, вы мой учитель. К тому же вы переубедили меня. Послушайте, Купер, а вам никто не говорил, что вы как 2 капли воды похожи на Виктора Малансона? Какого Малансона? Изобретателя вечности?
Да-да. Он открыл темпоральное поле и изобрел вечность. Техник Харлан, вас срочно вызывает старший вычислитель Твиссел. Ты с ума сошел. Может быть, ты уже возомнил себя членом совета? Отвечай. Доктор Твиссел. Молчать. Если ты мой личный техник, это вовсе не значит, что тебе все позволено. Я думал... Думал. Он думал, разрази меня время. Если бы ты умел думать, ты бы никогда не осмелился взять с собою Купера во время. Что тебе было поручено? Мне поручили обучать Купера первобытной истории. И не более того. Поездки категорически исключаются. Посмел бы кто-нибудь другой натворить такое. Он уже до конца дней своих пребывал бы в простых работниках. Ты хоть понимаешь, что я должен наказать тебя? Да, доктор. Я отправляю тебя в 48-й сектор. В распоряжение вычислителя Финджи. Только не это. Ты так не любишь Финджи? А технику вообще не положено любить кого-нибудь или не любить. А вот Финджи настаивает, чтобы прислали именно тебя. И я не вправе отказать ему в этом. Иди. Слушаюсь. Здравствуйте, техник Харлан. Здравствуйте, вычислитель. За время, что мы с вами не виделись, у нас возникли признаки кризиса. Создалась ситуация, которую можно назвать щекотливой, пожалуй, даже беспрецедентной. Именно поэтому мы сейчас остро нуждаемся в точных наблюдениях. Вы хотите использовать меня в качестве наблюдателя? Да, именно так. Я вполне осознаю, что использование талантливого техника в роли простого наблюдателя – это непозволительное расточительство. Но сейчас, в создавшейся ситуации, нам необходимо сочетание именно этих двух качеств. Добрый день. Позвольте изложить вам некоторые детали. Прежде всего, вы никак не должны считать ваше назначение наблюдателем изменением вашего статуса. Вы меня слышите? Да, слышу. Впрочем, полный объем работ вы узнаете из официального задания, которое получите обычным путем. Вы свободны. Странный человек. Мы все странные люди.
Я боюсь, мне будет трудно наладить с ним контакт. Мне кажется, он возненавидел меня с первого взгляда. Последняя женщина, которую он видел, была его мать. С тех пор прошло очень много лет. В кабинете Финжи женщина. Кто она? Она из времени. У нас недавно. Чем она занимается? Считается, что она секретарша у Финжи. Зовут Лоис Ламбет. Достаточно. Вычислитель Финжи, я вам советую незамедлительно возвратить Нойс Ламбет в ее время. Техник Харлан, вы полагаете, что она некомпетентна? Не справляется со своими обязанностями? Справляется она или нет, я ничего сказать не могу. Мне ведь неизвестно, в чем заключаются ее обязанности. Вам следует понять, что ее пребывание здесь скверно влияет на атмосферу сектора. В чем выражается это скверное влияние? На вашем месте я бы не задавал этого вопроса. Нойс Ламбет находится здесь со специальной целью. Она выполняет особое задание. Ее пребывание в секторе не продлится долго, и вам придется его перетерпеть. Более того, вам придется отправиться в 48-е столетие и выполнить определенные наблюдения в ее компании. Я личный техник доктора Твиссела. Да? Конечно. Но мне придется вам напомнить, что вы все-таки техник, а я вычислитель, и вам придется подчиняться моим приказаниям. Вы поняли меня? Слушаюсь, вычислитель. Войдите. Добрый день, техник Харлан. Вычислитель Финжи просил вам передать прежние отчеты. Может быть, они вам пригодятся? Благодарю. Любопытные фотографии.
Это какое время? Первобытная история. Какая у вас странная комната. Пустые холодные стены. Такая обстановка. Не замечал. А вам тут не одиноко? А что, в вечности считается приличным? Не отвечать, когда спрашивает женщина. Ну что ж, хорошо. До встречи, техник Харлан. Техник Харлан, инструкции и задания готовы. Вычислитель Финджи ждет вас. Итак, вам предписывается посетить 48-е столетие. Место пребывания вилла Нойс Ламбент. Вычислитель, я протестую. Тут какая-то ошибка. Я не могу поселиться в доме с этой женщиной. Почему? Если этого требует задание. Может быть, вы неравнодушны к Нойс Ламбент? Если кто-то неравнодушен, то не я. Дерзите. Дерзите, техник. Избаловал вас великий Твиссел. Ну что ж, если вам позволяет профессиональная гордость, я могу вам дать дополнительные объяснения. Да уж, пожалуйста, объясните. Времяне не должны знать, что мы занимаемся изменениями реальности. Потеря у людей веры в будущее привела бы к самым ужасным последствиям. Вычислитель, это все я знал уже в школе. Терпение. В настоящее время, в 48-м столетии, возник некий предрассудок. Его развитие чревато для нас серьезными осложнениями, даже опасностью. Мы хотим изменить реальность, чтобы вырвать этот предрассудок с корнем. Вам поручаются наблюдения, подготавливающие это. Могу ли я знать об этом предрассудке, о наших намерениях? Нет. Чистота эксперимента требует, чтобы вам это оставалось неизвестным. Вы сами на него наткнетесь. Вы его обнаружите. И доложите нам в своих отчетах. Все. Добро пожаловать, техник Харлан. У вас сегодня будет интересный вечер.
Сколько вам лет? 34. Я мало уже. Как жаль. Пройдет еще немного времени, и я буду выглядеть старше вас. О чем вы? Вы никогда не умрете. Мы стареем и умираем, как все люди. Кстати, техника, вы помните, как меня зовут? Помню. Ну так назовите меня хоть раз по имени. Я вас очень прошу. Хотите, я перед вами на колени встану? Нет, не надо. Я прошу вас. Имя. Имя. Нойс. Ну, конечно же, Нойс. Нойс. Ну как? Вкусно. А откуда музыка, или мне кажется? Отсюда. Вы танцуете? Я не умею.
хочу быть вечной. Только ты можешь сделать меня вечной. Это невозможно. Это возможно. Все возможно. Только надо быть чуть-чуть смелее. Отправьте, пожалуйста, эти отчеты вычислителю Финджи. Слушаюсь. Наставник, 2 дня назад вы назначили мне это время для занятий. Да. Действительно. А вы не помните, о чем мы должны беседовать сегодня? Вы обещали мне рассказать о рекламе? Да, это реклама. Этот вид общественных коммуникаций родился в 19-й реальности первобытной истории. Она привлекает внимание покупателя. Образцы на столе. Как это примитивно. Никто из продавцов не станет сознаваться в недостатках своих товаров. А уж достоинства наверняка преувеличивались. Так оно и было. Но вот что интересно. Рекламные объявления оказались неплохими пособиями по тем временам. Ни одна книга не даст столько знаний по материальной структуре, сколько реклама. Знаете ли вы, что такое теннисный мяч? В книгах того времени часто упоминается игра в теннис. Но что это такое, никогда не объясняется. А вы посмотрите на эту рекламу и поймете, в чем суть игры. Действительно, очень наглядно. У меня лучшая коллекция во всей вечности. Я собрал почти все за 20-21 века. Купер, вы не будете возражать, если я вас оставлю? Как вам будет угодно, наставник. Доктор Твисл.
Я люблю тебя. Я не могу без тебя. Что ты со мной сделала? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что нам делать? Мы живем в разных временах. Да. Я живу во времени, а ты в вечности. Ты думай. Думай. Только не сейчас. Нойс. Ты мне что-то сказала? Техник Харлан, вы не выполнили задание. Ваш отчет не полон. Я сообщил вам все, что мне стало известно. Нет, не все. Кое-что утаили. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы провели несколько дней на Виллинойс Ламбельт и не записали ни один из разговоров с нею. Почему? Я считал ее вашим сотрудником, у которого вы сами могли спросить о чем угодно. Чем вы с ней занимались? О чем разговаривали? Учитель, я протестую! Поздно! Неужели вы не поняли, что вы, именно вы, являлись объектом исследования? Я? Да, вы! Она вас просила сделать ее вечной? Отвечайте на вопрос, просила или нет? Да, говорила что-то такое. Что и требовалось узнать? Сядьте! Это и есть та проблема, которую мы исследуем. Стоит земной женщине провести ночь с мужчиной из вечности, как она сама становится вечной. Это требует нашего вмешательства. Мы вынуждены изменить реальность. В том числе и реальность Нойс Ламбельт. Больше мне вам нечего сказать. Если вы будете так медленно соображать, вы плохо кончите. Вычислитель, поскольку вы старше в этом секторе,
Я прошу вашего разрешения на союз с Нойс Ламбент. Вы с ума сошли? Я же вам сказал, что готовится изменение реальности. В новой реальности Ламбет может вообще не существовать или окажется уродиной. Такая Нойс вас устроит? Все равно. Я буду просить разрешения на союз. Нелепая какая ситуация. Она блестящая женщина, а с другой стороны вы, с вашей угрюмой физиономией, рыбьей кровью, которая раньше вам даже не позволяла подумать о женщине. Нелепость. Вы хотите сказать, что изменение реальности – вопрос решенный? Слава вечности. Наконец-то вы поняли. Разумеется, последние решения будут принимать те, кто повыше меня. Мы с вами только готовим ситуацию. Что только у вас нашел Твиссел? Как вы туго соображаете, до идиотизма. Идите. Финжи, плохо придется Твисселу. Вы это все сделали очень аккуратно. Теперь Харлана трудно будет остановить. Я не социолог, но вот проект планируемого изменения реальности. Будьте так добры, просмотрите еще раз ваше заключение и подумайте, нет ли в нем ошибки. Надеюсь, что нет, техник. Раз вы так считаете, то мне следовало бы согласиться с вами. Вы избрали минимальное необходимое воздействие, в результате которого в ближайшие 70 лет человечество не сможет выйти за пределы своей галактики. Все как будто в порядке, но это воздействие влечет за собой аварию космического корабля и мучительную смерть 12 человек. А Вечные, кажется, заинтересованы в несколько другом воздействии. Вот одно из последствий изменения Б-15. К сожалению, это неизбежно. Может быть. Но здесь, где есть прямой интерес в контроле за космосом, потом существует простой способ. Взгляните. Задача решается, как видите, действительно путем минимального вмешательства. Вы видите этот блок? Достаточно его изъять, чтобы сохранить жизнь экипажу и получить тот же ожидаемый результат. Мы должны остановить дальнейшее освоение космоса. Главный вычислитель Твиссел считает это бесперспективным и бессмысленным для человечества занятием. Не так ли? Это решение обладает тем преимуществом, что оно устраняет незамеченную вами вилку и приводит нас к точной, ожидаемой максимальной реакции. Ну, хотя вам-то известна конечная цель. Вы допустили ошибку, социолог. Полагаю, что Совет Времени
сам укажет мне эту ошибку. Сомневаюсь. Ошибку обнаружили лично вы? Да. И не сообщили о ней совету? Нет, не сообщил. Почему? Мне нужен расчет судьбы. Надо выяснить влияние изменений реальности на судьбу одной определенной личности. Я не совсем понимаю вас, техник. Ведь эти расчеты вы могли сделать и в своем секторе. Мог бы. Но я не хочу, чтобы о моей заинтересованности стало известно. Расчеты в моем секторе встретят известные трудности. Понятно. Вы не хотите идти официальным путем. И хотите сделать эти расчеты тайно. Да. Мне нужен строго конфиденциальный ответ. Это противозаконно. Я не могу пойти на такое нарушение правил. Но ведь и я нарушил правила, не сообщив совету о вашей ошибке. Однако против первого нарушения вы почему-то не возражали. Разрешите взглянуть? Я передам ваш материал моему расчетчику. И мы все оставим в тайне. Всю ответственность я беру лично на себя. А это... Вы можете оставить себе в качестве реликвии. Получили ответ? Да, конечно. Расчетчику очень понравилось имя этой особы. Нойс Ламбенд. Это женщина? Да. А вы не боитесь, техник? Лишь бы вы не испугались. Ответ несколько неожиданный. Будущей реальности вашей дамы не существует. Ее нет. Я вообще не понимаю, как она могла существовать в реальности. В 48-м столетии ее нет. В 48-м столетии ее нет. Мойс! Мойс!
Нойс, ты должна будешь сделать то, о чем я тебя попрошу. Что-нибудь случилось? Хочешь пойти со мной только сразу, не задавая вопросов? Так надо? Надо, Нойс. Это важно. Мне необходимо спрятать тебя в скрытых секторах вечности. Идем. Что это за красные цифры? Скрытые столетия. Что значит скрытые? Это значит, что они как бы отрезаны от вечности. Из этих секторов вечность не имеет выхода в реальное время. Почему? Я не знаю, тут какая-то тайна. О ней почему-то не любят говорить вычислители. Что с тобой, Нойс? Нельзя же так резко тормозить.